Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 20 марта 2022 года. И я решил выйти в эфир, поговорить с вами. Говорить будем по теме, которая обозначена в заголовке «Как жить будем?». Делитесь своими мыслями. Значит, я сейчас дам ссылку. Вот она здесь в чате. И вы уже знаете порядок. Вы нажимаете на эту ссылку. Можете писать в чат ваши мысли, если вы стесняетесь выходить в эфир. Но я думаю, стесняться не надо. Выходите. Спокойно, по-семейному пообщаемся. В Анапе холодно, друзья мои, холодно. С утра было -4, и несмотря на то, что сейчас вот как-то солнышко появилось, вроде бы из-за тучек, но ветер такой, что просто остановки переворачивает. Да, вот я сейчас смотрел ленту новостей анапских, и на одной из улиц просто перевернуло новую остановку. Вот такой вот у нас а, ветру, как сказать-то, ураган. А если два слова соединить, ветер и ураган, получится что? Ветроган или ветрюган? Так, у нас, значит, Олег Гуреев нас приветствует. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Если вы уже желаете присоединиться к разговору, то есть вот вы здесь вот, вы, вернее, вот с этой стороны появитесь, как-то только нажмете вот ссылочку, присоединитесь. Ну, просто интересно, поговорим, как вот вы сейчас переживаете эти наступившие времена. Ну, в Анапе вот лично я пока никак их не ощущаю, потому что, во-первых, я мало выхожу на улицу, потому что я, ну, так немножечко приболел, у меня скрутило спину, неделю лежал, а, неделю лежал. И вот Людмила Касьянова тоже присоединилась. Здравствуйте, Людмила. Неделю лежал дома, вообще был таким больным Карлсоном, передвигался с помощью палочки от швабры. Вот. Потом поехал в центр Альфа, медицинский центр, сделали МРТ, но об этом я рассказывал, в общем-то, в своем одном из последних видео. В общем, сейчас я еще не совсем восстановился, вот, но уже вот имею возможность выходить в эфир и общаться с вами, друзья мои. Ну, в магазины я уже хожу. Сегодня был в магазине «Пятерочка». У нас здесь рядом, живу я в Анапе, улица Шевченко, 288, корпус 2. И это район вот магазина «Спортмастер», улица Крестьянская. На другой стороне у нас микрорайон Алексеевский и ЖК «Лазурный». Здесь у нас, значит, рядом что еще находится? Ну, недалеко находится школа номер 5, куда ходит моя дочка. Сейчас, кстати, каникулы начались. Здесь у нас полно магазинов. Вот, в частности, «Магнит», «Пятерочка», «Красное и белое». Пекарню открыли. Я в ней сегодня вот зашел, хлеб взял. Вот, поэтому, ну, как-то все здесь, мне в этом районе все нравится, друзья мои. И что? Ну, сегодня зашел в «Пятерочку», потому что нужно было купить сметану. Посмотрел. В общем-то, цены пока, я не скажу, что они поднялись. Даже и мне показалось, друзья мои, что цены каким-то образом так немножечко даже э, или держат, или просто даже понизили. Ну, никакого скачка я не уловил, а я заходил в отдел только продуктов.
Купил лук такой дешевый, меньше 20 рублей. Вот, было однажды когда-то очень дорого. Капуста лежала без ценника, и я взял маленький такой вилочек. У меня Маша ее хорошо ест. Вот. Сахара. Сахар, кстати, я не смотрел, но сахар, потому что у меня Наташа взяла недавно несколько килограмм. Вот. Вообще мы сахар как-то сейчас не очень так едим, особенно я его не ем, но в чистом виде я в чай его не добавляю, в кофе не добавляю. Маша его тоже не ест, только вот Наташа с Валей. Наташа его добавляет в кофе. Я в кофе не добавляю сахара, я пью кофе с молоком. Вот. И, в общем-то, мне нравится. Я, в общем-то, и чай с молоком пью. В кофе я добавлял сахар когда-то. Потом перестал добавлять сахар после того, как послушал доктора Комаровского. И доктор Комаровский сказал, что когда его спросили, а что вот самое такое вредное в кофе и в чае, а он сказал, что в кофе и в чае самое главное – это сахар. Вот, поэтому от самого напитка кофе и чая вреда никакого, а вот сахар, конечно, он... Ну и Маша мне как-то тоже дала почитать, вернее, не почитать, а дала ссылку, и я зашел и посмотрел фильм про сахар. Сахарная мафия, она, конечно... Вот почему, я думаю, сейчас сахар как-то тоже так, ажиотаж вокруг него. А потому что сахар – это такой продукт, как наркотик. Вот. Ну, если у нас наркотики какие-то, они запрещены, их оборот законами стран различных, в России в частности, то хождение сахара, оно свободное, но сахар – это тот же наркотик и по воздействию на человека. Ну, я имею в виду, знаете, ну, конечно, не от сахара так не умирают, как от каких-то наркотиков. Но вред сахар, конечно, наносит сильный здоровью человека. Вот. И очень многие люди, сильные мира всего, они заинтересованы вот в распространении сахара, и они этим сахаром пытаются его напичкать в любые продукты, ну, в том числе и, допустим, вот в кетчупы, вот, в кетчуп, какие-то соусы. Вот. Естественно, там в конфеты, в напитки. И если его перевести на чистый, так скажем, сахар, песок, вот, допустим, ту же Кока-Колу или Пепси-Колу, то вы просто удивитесь, сколько вы сахара съедаете, если его перевести на вот в сухой вид, как бы, да. Вот, поэтому сахар я не ем, и, в общем-то, повышение цен на сахар мне никак не сказалось. Заготовки мы никакие осенью не делаем, варенье не варим, и, в общем-то, ну, куда еще сахар? Там в какую-то выпечку, да, мы ничего не печем. Вот. Очень редко там, когда блины туда-сюда, но это как бы очень редко, и поэтому, я думаю, это не так уж значимо для нашей семьи. Так вот, Наташа взяла сахар, по-моему, вчера она его взяла, до этого сахар у нас только вот в сахарнице, чуть-чуть его оставалось, вот, ну, тоже вот тянулось очень долго. Вот. Мы и мед-то не едим. Вот меда я беру на рынке, наверное, баночку такую, ну, сколько там, грамм 200-250, да, такая баночка, стаканчик. Вот, и этот мед, ну, чуть ли не месяц мы едим, потому что мед – это тоже сахар, и если я его куда-то добавляю в кашу, а сейчас и в кашу не добавляю, я по утрам ем овсяную кашу, раньше как-то добавлял туда ложку меда, а сейчас и мед не добавляю. Вот. Поэтому и мед как-то у нас расход меда сразу уменьшился. Вот, друзья мои, хочется услышать вас. Вот Алексей Скворцов, я вижу, пытается выйти, но у него пока не получается. У него не получается. Вот я его добавляю в поток, Меня вот, слышно? но он не проявляется. У него, видимо, не включена камера.
Так что, Алексей, пожалуйста, включи камеру, и потом я тебя включу. Я здесь на панели управления в своей студии вижу все, кто ко мне заходит, но пока никто не зашел. И сейчас я позвоню еще своим друзьям, и, может быть, даже... Помните, друзья, когда я последний раз проводил вот такой вот стрим, я звонил и попал как раз на Украину, и мы слышали разговор в прямом эфире с украинским военным. Вот, сейчас мы тоже повторим этот опыт, но я не набираю специально чей-то номер, а просто попадаю, это рулетка такая, рулетка. Я могу попасть на какого-нибудь хулигана, который меня может обматерить, могу попасть на какого-нибудь девчонку или мальчишку где-нибудь там в интернате, которым делать нечего, и они таким образом развлекаются, на скучающую какую-нибудь женщину, на какого-нибудь молодого человека, который, в общем, учится коммуницировать с различными собеседниками. Вот. Поэтому вот такой у нас план. Ну, хотелось бы, конечно, поговорить вот с кем-нибудь. Вот в прошлый раз у нас мой сосед Игорь из ЖК «Раз, два, три» вышел. Вот. Обсудим просто, как у вас. Вот вы же в разных городах живете, как у вас сахар. Так вот, я позавчера ходил в магазин и сахар видел в одном из магазинов частных по 100 рублей. 100 рублей, но он лежит распасованный, все, я его, кстати, не стал брать, потому что думаю, ну, по 100 как-то не хочется брать, надо подешевле искать. А за сколько взяла Наташа сахар, я даже не интересовался. Вот, я даже не интересовался. Друзья, вы видите вот сейчас на экране ссылку. Эта же ссылка размещена у меня в чате, и я сейчас еще ее продублирую. И вы можете вот по этой ссылке, нажав ее, выйти на меня, и мы с вами пообщаемся. Сейчас я попытаюсь позвонить моему другу Андрею Хрущеву. Он сейчас живет в станице Васюринская. И вы все его знаете по моей рубрике «Привет, Андрей». Он сюда приезжал, прожил в Анапе целый год и, в общем-то, несолоно хлебавший, отсюда уехал. Почему? Ну, об этом мы тоже очень много разговаривали. Я на протяжении этого года, пока он жил здесь, я с ним встречался почти, ну, там ежемесячно, сделал, или даже 2 раза в месяц, сделал несколько выпусков, ну, где-то штук, наверное, больше 20 выпусков рубрики «Привет, Андрей». Мы с ним разговаривали, за столом там сидели, по городу ходили. Я к нему потом ездил в его отель и показывал, в каких условиях он жил. В общем, я рассказываю, почему он уехал. Вот. И сейчас мы будем ему набирать. Будем ему набирать через Viber. Привет, Андрей. Приветствую. Связь более-менее есть. Да, хорошо, связь есть. Ну ты как живешь, Андрей? Времена нелегкие наступили. Да, они уже давно не легкие. Угу. Прошлого года. Да, ну как... Чего? Помаленьку, да. Угу. Живем, ладно. Ну, вот погода никак. Сегодня что-то длинная весна в этом году. Все говорят. Погода изменилась, климат меняется. Да. Да. А как у вас, Андрей, нет перебоев с сахаром, с гречкой? Да, гречка, она бывает, а сахара вот тут ближайшем что-то нету, сахара. Угу. Вот. Крупа-то есть. Ну, там написано, сколько в руки брать, не больше 3, там все остальное. Вот. Угу. Самое остальное будет масло тоже определенное количество. Но Толя работает? Не знаю, где там скупили, что ли, его. Угу. Может быть, где-то есть, но тут в ближайшем нет, до этого там не было. Ну, завезут, наверное. Угу. Угу. Да, нам-то сахара нам немного и надо сахар. Я тоже, Андрей, сахар не ем. А Толя
Толя работает? Да, работает, он пятидневкой работает. Угу. Понятно. Ну, а ты на хозяйстве, да, пока? Ну, я пока дома, да, еще нога побаливает, бегать туда-туда. Но я говорю, ты, если что, узнаешь, все. А этот он узнает. Там. Угу. Я тоже, может, дозвонюсь куда-нибудь пойду. Ты говоришь, Андрей, что сахар у вас самогонщики скупили? Ну, твое предположение, да? Ну, не знаю, так говорят, но да, у них там и самогон подорожал, сахар подорожал. А я не знаю, вот у нас сахар есть, его немного. Зато мука, считай, вот поступила, правда, ограничена. Я тогда брали 50, по-моему, 2 рубля 2 килограмма белая. Вот. Ну, нормальная цена. У меня тоже Наташа по такой же цене брала. А вы печете, да, что-то? Да, лепешки. Угу. Лепешки, дрожжей тут купили, сахар, немного соли и печем, да. Электричество бывает, особенно в выходные, как народ приедет сюда, как дачные, начинает отключаться, потом опять включаться. Будние дни редко отключается, а вот выходные, да, вот. Так вот маленько. Понятно. Ну, а так, вот кроме цен в магазинах, никак вот эти вот времена тяжелые, они сказываются пока? Да нет. Ну, у нас тоже. У нас в Анапе тоже, в принципе-то как, все нормально. Вон строят этот пешеходный переход, лифты уже туда пристроили, так что, я думаю, скоро, наверное, запустят этот пешеходный переход, наверное, мэр будет ленточку разрезать. Это хорошо. Угу. Вот там ограниченное количество продуктов в руки сразу, и это там что-то наценило, ну, вот сахара, я не знаю, может, где-то он и есть, ну, там далеко идти, я говорю, мы не пойдем. Вот, Толя, там аванс получит, сходим. Так. Да, ну я посмотрел, пенсию мне добавили, и вот уже было 3 таких транша. То есть сначала один транш был, вот, потом еще за 2 месяца сразу одним траншем перечислили. То есть я получил всего, ну, то есть за 3 месяца уже, за январь, февраль и март уже нам добавку к пенсии переправили. Ну, там что-то тоже переправляли, ага. Угу. Такое, я еще не знаю, сколько это, вот уже узнаю, уже попозже. Угу. Ну, я-то сразу узнаю, у меня потому что онлайн-банк, поэтому сразу я смотрю, и там уже все видно, что, откуда, как. Ну, тут такая связь, что плохо. Иногда что-то идет, иногда ничего не идет. Вот. А сколько сейчас литр самогонки стоит? Ой, я литра не знаю, 0,5 стоило 100 рублей, сейчас 120. 0,5 самогонки. Понятно, да. Ну, там градусов 50 с чем-то, 50. Ну, вполне так нормально, да. 120, да, стоит. Ну, по такой цене уже не брали. Мы еще тогда вот, говорит, в следующий раз наценится, говорят. Не брали. Вот такие дела. Ну, ладно, Андрей, вообще настроение как у тебя вообще? Да ничего, вот как выздоровлю, так все нормально. Ты только с ногой, да, пока мучаешься? Ногой, да, под простыли, тут я картичники клеил себе на грудь, на спину. Вот. Прохладно было. Понятно. Электроэнергия бывает там не хватает, тут там обогреватели тоже не включишь. Ну, где-то подтапливаем, затяжное, вот это все пошло. То сырость, то... Вот сейчас как пишут? +5, ощущение -5.
с ветром. Ну, с таким ветром, да. Очень так-то вот неприятный и ветер. да, нет, котик у нас растягивается, там все такое балдеет, где с подветренной стороны. Ну, так-то уже плюс 8, там, плюс 10 на градуснике, да. А, так-то вот такое. Ну, говорит, еще неделя, а то и 2 будет. Такое. Дела, а так вот. Ну, ничего, дождемся тепла. Дождемся, конечно. Сейчас вот, думаю, в апреле-то, может, уже и тепло будет. Ну, А кто картошку посадил, тут же не глубоко, она замерзла. да, вот это вот риск. Да, я тоже знаю, что люди здесь садят картошку, вот, но они, конечно, рискуют. Они, конечно, Да, рискуют. вот, да, потом посадили, но она, конечно, оттает, но уже меньше будет. Вот, это уже позже. А это уже, по-моему, 2-й год. В прошлом году, правда, я в Анапе был, но, по-моему, и тогда было прохладненько. Вот там даже прохладненько было, в июне еще кофты кто-то носил. Вот, обогреватели в номера просили. И в мае, и даже чуть-чуть. Да, как-то холодный был. Я говорю, я же в прошлом году и на море не ходил, потому что вода была холодная, и я не купался буквально вот и июнь не купался, и только, по-моему, в июле и то раз искупался, а потом вот эти наводнения, ливни. Да. И все, и в потом... прошлом году, да, в Аполлине они в основном в бассейнах сидели. Это да, в основном так. Ну так, на море сходят, посмотрят, там что-то возили, но купались, не купались, может, загорали только. Вот такие дела. Ну ладно, Андрей, давай, я желаю вам с Толей всех благ, чтобы под вашей крышей всегда был мир и покой, и вокруг тоже все было хорошо, чтобы цены в магазине радовали, и чтобы солнышко светило ярко и давало нам тепло. Давай, Андрей, все, пока. Так, ну вот мы поговорили с Андреем. Это был Андрей Хрущев, мой друг. И я вижу, Алексей Скворцов никак не может присоединиться. Он, видимо, пытается. Он всегда быстро выходил. Сегодня, видите, Алексей Скворцов никак не может на его месте, где он должен был выйти, только вот кружочек крутится, значит, нет соединения. Меня слышно? Вот, очень жалко. И хотелось бы, может быть, кто-то другой сможет присоединиться. Так, я сейчас попробую выйти на еще одного своего приятеля. Это Сергей. Сергей из города Липецк. С ним мы будем пытаться связываться по скайпу. Ой, не по скайпу, как он называется? WhatsApp. Алло? Привет, Сергей. Привет, Александр Михайлович. Какие дела-то? Я сейчас провожу прямую трансляцию, вот, но ты можешь, конечно, тоже попытаться выйти, но можно и по телефону пообщаться. Я сейчас вот в прямом эфире, и тебя тоже слышно. Вот. Как у тебя настроение, Сергей? Отличное. Погода. Я могу там писать, потому что у меня не получится погода теплая, но немножко морозит. Понятно. Ну, уже теплеет. Ага. Я выясняю тут, как у нас с ценами сейчас в магазинах, вот у разных людей. Как у вас сахар-то есть в магазине? Не особо много. На ярмарках выдают по 10 килограмм, по 5 килограмм в руки. Сахар? Около 60. А в магазин 90. Ну, нормально, хорошо. Недостатка, то есть, нету, да? То есть, спокойно пришел, взял? Нет, пока, да. Ну, хорошо, отлично. А у вас какие цены?
У нас сейчас сахара, к сожалению, нету. Вот. Ну, жена, правда, взяла где-то. То есть его надо где-то скараулить, и можно взять. Понятно. Почем, не знаю, но я видел в частном магазине 100 рублей. Ага. Ну, Во- это искусственный дефицит. Да, У нас конечно. урожай был хороший, Мгм. искусственный дефицит. Что-то никак научник не найду, куда я Мгм. их положил. Мгм. А в целом как обстановка в городе? Спокойная? Спокойно. Беженцев принимаем. М, В лесные сказки беженцы с Донбасса, с Украины, с Харькова. мгм, Вот. мгм, А вот та, какая была мне эта сопроводительница, Северодонецк, ее крестница, была в Польше, а теперь в Румынии. И денежки хоть дают какие на расходы? Нет, говорят, кормят, одевают, обувают, говорят, войну переждет, а мгм. потом вернется. Говорят, за какие средства ее кто будет ворачивать? Говорю, а где же Даша, ее сестра родная? А Даша осталась во Львове. Пыталась устроиться поваром в санатории, и там беженцев со всей Украины это. И если растворят их куда-нибудь, потом их где искать-то? Мгм. Ну, в общем, на российском направлении очень редко открывают границу. И в основном женщины и дети. Мгм, А мгм. они русские все по происхождению. Вот какие вот Мгм. по ее линии. Она по отцу полячка, а они русские. И гражданство российское. Не дай бог, кто вот зло сорвет вот так и все. Понятно. У нас тоже, Место проживания Северодонецк. у нас И тоже квартира. привезли детей, тоже поселили в санатории, вот тоже с Донецка. Ага. Ну, тут, в общем-то, их программу культурную, их вот водили их в дельфинарий, еще там какие-то, все это бесплатно. Я вот это все смотрел, все интернеты, и что хочу сказать. Вышел священник с Московской церкви, украинская, московская, это Экзархат, Мгм. и сказал, если бы в 2014 году вы вошли бы сюда бы, на юго-восток Украины, и дальше бы зачищали, вас бы народ с цветами встречал. Мгм. Ну, может быть, Чего жались, чего мялись, непонятно. да. Какую стратегию выдерживали, неизвестно. Мгм. И Щас, прямо отделили бы вот всю Новороссию, Днепропетровск переименовали в Екатеринослав, и столица Новороссии была бы. ну да, видишь, А ну, потом, это Малороссия была бы, никакая не Украина. Украина была бы на западе, Львов и еще что-нибудь такое. мгм. Ну ладно, И ну, учебники переделали бы. да, Сергей, у тебя планы не поменялись на лето? То есть вы также хотите приехать, да? Ну, мы хотим пока приехать в Крым, если получится. Мгм. Потом Пятигорск. Вот, Анапа, Благовещенска под вопросом. Если будет финансов хватать, Мгм. то, может, дней на 10, на 15, может, и приедем. Мгм. Ладно, Сергей, спасибо, что вышел на связь. Я сейчас здесь продолжу. Ага. Ты можешь там посмотреть, если тоже заинтересован. Вот. Но я сегодня долго не Хорошо, буду. хорошо, Мгм. сейчас подключусь. Давай, пока, Ага, ну пока. всё, благ. До свидания. Так, это был Сергей из Липецка, мой приятель, он каждый год, ну, на протяжении последних там 2-3 лет, 4 даже, может, приезжает в Анапу. Мы с ним встречаемся, он знаком с нашим клубом, с клубом позитивного общения, который вот в литературной кофейне собирается. Мы снимали с ним даже такие игровые фильмы. То есть я, Алексей и вот Сергей, мы снимали фильм «Суд над арбузом». Вот. Ну, такой есть фильм, если вы тоже хотите посмотреть, то посмотрите. Ну вот вижу и Алексей не может сегодня никак связаться. Сейчас я
попробую выйти на моего брата. И если брат обычно у меня за компьютером сидит, и может быть... Алло. Юра, привет! Алло, Саш. Ты спишь? Да. А, ясно. А я сейчас прямую трансляцию провожу. Вот, я думал, если ты за компьютером, то можешь посмотреть и, может быть, попробовать выйти на связь. Трансляцию провожу. Вот. Я думал, если ты за компьютером, то можешь посмотреть и, может быть, попробовать выйти на связь. Алло. Да, я сейчас подсоединюсь. Ну давай, ага, тогда попробуй. Пока. Да, я подсоединюсь сейчас. Так, это мой брат Юра. Он вообще живет в Краснодаре и приехал сюда, в Анапу, вот буквально уже, ну, наверное, неделю назад, в 21 году, по-моему, да? Нет, или в 20 году. Быстро время-то идет. Нет, да, в 20 году они купили здесь квартиру, вот недалеко от меня, в районе фермерского рынка. И вот он приехал один, ну, жена пока осталась дома в Краснодаре, но тоже скоро вот в апреле приедет. Так. Друзья мои, 7 человек смотрят мою трансляцию. Значит, сегодня мы говорим о том, просто о своих ощущениях, о чувстве. Вот я живу в Анапе, рассказал, как у меня здесь, в общем-то, погода дрянь. Цены пока в магазинах, кроме сахара, достаточно стабильные. Вот, так что, ну, пока никакие катаклизмы нас не коснулись. Ну, на что-то там подорожало, что-то там жена у меня уже, в основном бытовую химию покупает. Ну, то, что не портится, то, что может лежать, почему бы не купить заранее, если точно знать, что цены на это взлетят. Вот. Сергей Пономарев, здравствуйте, Сергей. И Сергей нам сообщает: народ грубо показывает свой дебилизм, запасы тоннами, самогон. Что ли гнать, все собрались, или запасы на случай дефолта, как говорится, на всю жизнь не запасешься. Ну, на всю жизнь не запасешься, это однозначно. Но какой-то запас вот в такие трудные времена, а сейчас времена трудные, иметь нужно. Об этом говорят, знаете, даже такие авторитетные лидеры общественного мнения, как Екатерина Шульман и как вот известный экономист Сергей Гуриев. Вот. Ну и многие другие, конечно. Вообще опытные люди, особенно у нас в России, тоже знают, что когда запахло, как говорится, жареным, то нужно как-то немножечко подсуетиться. Что-то делать, а что делать? Вот обычно люди делают какие-то небольшие запасы. Спички, соль, сахар, крупы. Это нужно, конечно, иметь. Вот. Ну вот еще бытовую химию у меня жена покупает. Так, Алексей пишет: меня что, не слышно? Алексей, тебя не то, что не слышно, тебя даже не видно. Поэтому, ну, мой совет тебе, просто перезагрузи свой компьютер. Может быть, ты как-нибудь и попадешь на этот эфир. Я вижу, что ты пытаешься соединиться, но тебя не видно и не слышно. Так, Николай Л. Все будет отлично, но сначала будет очень плохо с работой, инфляцией и ценами. Совершенно согласен. Помните, вот я в одном из своих последних эфиров, когда я был в желтой рубашке,
с орлом на груди, я приводил цитату цитату, сказанную с святым Федором Ушаковым. «Сии грозные бури обратятся к славе России». Эту же фразу хотел сказать и наш президент Путин вот на праздновании присоединения Крыма, вот, но он ее забыл. Вот, видимо, нигде телесуфлера не было, вот, понадеялся на свою память, но вот она его в этот раз подвела, у него не получилось процитировать Федора Ушакова. И согласен с Николаем, что да, сначала будет очень плохо, просто это будет повторение 90-х годов со всеми вот вытекающими. Я думаю, будет и разгул преступности, и передел собственности, и еще, может, какие-то катаклизмы, нехватка продуктов, нехватка одежды, нехватка лекарств. Тем более сейчас идут военные действия недалеко здесь, и понятно, что в такие моменты рынок, черный рынок насыщается нелегальным оружием. Вот. А из Чехова мы знаем, что если в первом акте ружье висит на стене, то в пятом акте оно выстрелит. Николай Эль. Эти закупки – это отголоски прошлого, но именно они приводят к возникновению дефицита и через соцсети на набеги в магазинах, в которых только что побывали люди, которые обнаруживают ролики час назад. Ну, понятно, да, какой-то эффект вот этого снежного кома действует. Кто-то побежал, купил, сказал, что там уже мало и большая очередь, и естественно, да, психологи об этом знают, эффект очереди, то есть если вы идете и стоит какая-то очередь, ну, то вы невольно замедляете шаг и пытаетесь выяснить, что же там дают, а вдруг нужно купить, и вдруг это вам тоже нужно. Порой даже человек не задумывается. Ну, в советское время, по крайней мере, так было. Если стоит очередь, что-то дают, значит, надо брать. А что дают, неважно. Потому что это наверняка что-то такое редкое, нужное, и даже если это не нужное, может, если сейчас не нужно, это может пригодиться позже, а если это может тебе даже не пригодиться позже, пригодится кому-нибудь, можно будет кому-то передать, перепродать. Ну, в общем, вот так. И Алексей пишет, странно, у меня все хорошо, но, к сожалению, вот не все хорошо, не получается. Друзья, повторяю, меня зовут Александр, я живу в Анапе. Сегодня мы говорим о наших непростых временах, что, как вы вообще себя чувствуете, как вы себя ощущаете, какие изменения происходят вокруг вас. Вот только и всего. Связаться со мной можно прямо сейчас в прямом эфире, можно или позвонить мне в прямой эфир, ну, вот по телефону, как я сейчас звонил, или вот самый простой способ – это ссылка, вот ссылка, я сейчас в чат поместил ссылку, и вот я ее сейчас вывел на экран, и вы можете по ней позвонить, вернее, нажать ее, но не на экран, понятно, а в чате, и выполнив некоторые там манипуляции, тоже попасть ко мне в эфир, и мы с вами поговорим, вот будем просто общаться. То есть не будем там даже что-то там выяснять, какие-то вопросы друг другу задавать. Ну, я, конечно, спрошу, как у вас там, как там сахар у вас подорожал или нет, вы-то сахаром закупились или нет. Ну, вот такие будут простые вопросы. Ну, а сейчас я, чтобы не было паузы, вот, нажимаю чат-рулетку, и сейчас мы, возможно, куда-нибудь попадем. Давайте смотреть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как у вас жизнь-то?
Жизнь-то нормальная. У вас как жизнь? У нас, ну, тоже неплохо. Пока вот только ощущение, что сахар вот исчез в магазине, а вообще все остальное есть. Зачем вам так сахар необходим? Ну, у меня жена сахар добавляет в кофе. Ага. Вот. Только вот всего. Так. Сейчас будем выяснять. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, это реклама пошла. Друзья, цель моего сегодняшнего стрима – это общение с моими подписчиками. Хочется поговорить, выяснить, как обстоят дела в вашем городе. А вы меня слушаете? Да. Ага, вы в каком городе живете? Вы знаете, я немножко заблудился. В смысле? Ну вот как пройти прямо, а потом налево? Вот как? Ну, нужно отсчитывать от какой-то точки. Вот вы в какой-то точке стоите сейчас? Так. Ну вот, и вот от нее и шагайте в том направлении, Вот в котором... Да, мне как бы надо прямо, а потом налево. Угу. А в какой город вы хотите прийти? Я хочу пройти в страну чудес вообще. М-м. Ну, вот туда. Хорошая у вас... Знаете, я бы тоже туда с удовольствием с вами бы отправился. Да. Угу. Где там Артек, где... Орленок. Да. Это воспоминание детства? Ну, нет. Снится мне. А крейсер «Аврора» не снится? Снится. И мне этот снится постоянно. Рокот космодрома? Да. Откуда вы? Я из Анапы. Блин, себе выключить. Вы отключаетесь? Да нет, давайте. А вы-то из какого города? Ну, я в Анапе живу. Да? Ну да. Редкий случай. Потому что обычно в чате рулетка как-то попадаешь или на Украину, или в Белоруссию, ну или вот какие-то города России. Ну, через раз. Да. И причем хамят. Очень сильно. Ну, бывает и хамят, да. Да, особенно дети там с Украины. Угу. Ну, дети, им свойственно не только с Украины, но и русским. Я в свое время работал на телефоне доверия, и мы как раз работали по программе «Детский телефон доверия». Вот. Наш телефон был размещен, номер телефона везде размещался в школах, в интернатах, в учебных заведениях различных, вот, чтобы с целью с той, чтобы дети звонили, и если у них случается какое-то, ну, такое, какие-то неприятности, вот. И частенько, конечно, где-то, наверное, 70 или 80% звонков это были чисто розыгрыши и откровенное хамство. Вот. Но нас учили
наши инструктора тому, что даже если ребенок вот видит этот телефон, а там же написано, что вы звоните по таким-то, таким-то мотивам, вот, не написано же, что если вы хотите развлечься, звоните на этот телефон. Нет. Там написано, если ты хочешь поговорить о жизни и смерти, если вас обижают родители, если у вас проблемы с учителями, если у вас, вас притесняют ваши сверстники, звоните, звоните. Ну, там много-много всего перечислено. Так вот, наши инструктора говорили, даже если человек просто снимает трубку телефона и набирает номер, и от него исходит только какое-то хамство или розыгрыш, то это все равно неспроста. То есть человек даже который просто шутит или там что-нибудь говорит какую-то грубость, он имеет проблему. Вот, то есть вот так. И опытный консультант телефона доверия всегда имеет, так скажем, шанс человека заинтересовать и все-таки эту проблему выяснить. Ну, вот очень интересная тема, вы поняли, да? Инструктора какой школы? Что? Вам преподавали что-то? Ну, инструктора какой школы? Нет, инструктора центра, психологического центра. Это психологический центр оказания услуг психологических и педагогических населению. Вот. Ну, это где находится? Ну, это находилось в Чите, а вообще номер федеральный. Я его до сих пор помню. Вы можете тоже по нему позвонить. 8 800 2122. Да я понял, Путину попаду. Нет, вы попадете как раз к психологу. Это федеральная линия вот, психологической помощи населению. Понял. Угу. Ну ладно, всего доброго. До свидания. Да, ну, не бросайте. Интересный вы собеседник. Ну, собеседник интересный, мне хотелось бы услышать. Тогда на вопросы мои, пожалуйста, ответьте. Как у вас с сахаром дела? Ну, смотрите, я там из Москвы. Угу. Переехал в Краснодар. Угу. Ну, поскольку у нас Краснодар, тут же вино делают, самогон, варенье, все остальное. Бабушки скупают дико. Угу. Вот, я встретил вчера бабулю и говорю, ну зачем ты берешь на год вперед? Она говорит, не знаю, ну какой-то страх у них. Ну, у пожилых людей это свойственно. Я вот тоже сейчас об этом размышляю. Рис, вот это вот, они все скупают как дикие. Ну, у меня тоже мама и теща, она говорит, ну, может закупиться. Я говорю, ну, успокойтесь. Просто успокойтесь. Ну, у людей покупательская способность закончится. Они вот все на год накупят, то все вернется. Ну, вот он купил на год сахара себе. Потом на год гречки. Ну, ему же надо как-то это проесть, он же не будет там выкидывать на улицу. Конечно. Он будет кушать. И, ну, это бизнес. Покупательская способность, она уменьшится. Мне всегда говорят, ну вот паника. Я говорю, ребят, ну вот они закупили на 10 лет себе вперед. И за сахаром 10 лет не придут. Понимаете? Да. Ну, 10 лет не придут. И цены вернутся назад. Не знаю, вы бизнесом занимаетесь или нет, но вот это закон бизнеса. Ну, вот они, блядь, все накупили себе, там, металл, сахар, хуяхар. Вот ажиотаж такой.
у меня, ну, я в стройке работаю, не знаю, где вы работаете, да? Мгм. У нас все взлетело. Вот все. А вот как раз интересно, вот этот строительный бизнес. Я вот с женой буквально вчера разговаривали. Я говорю, ну, наверное, теперь все. Стройки все остановятся, потому что арматура дорожает, цемент дорожает. Пол Украины разрушен. Кто строить будет? Ну, блин, вы задумайтесь. Это же, ну, не знаю, где вы работаете. Вы там какой-то психолог. Да не, я вообще уже пенсионер, а вообще я по образованию журналист. Ну, вот. Мгм. Ну, там же, понимаете, да, русские пытаются не бомбить вот эти дома. Вы, кстати, вот вы были на Крымском мосту? Ну, проезжал, конечно. Вот я тоже проезжал. Я когда заехал сюда 4 года назад и, ну, хотел посмотреть на этот шедевр. Мгм. И когда я пересек вот этот мост, я как будто в 90-е попал. Да. Там вот эти, там связь не работала. Мгм. Но это было, сколько, 4-5 лет. Ну, не буду обманывать вас. Мгм. И после моста Крымского дороги нет. И я сказал, все, я дальше не поеду. Вот. А я служил в Симферополе. И, кстати, на верность Украины я принимал присягу. Мгм. Как журналист, зафиксируйте. В 89 году Мгм. меня призвали. Вот, в 89 году. Мгм. И 3 месяца я в учебке отслужил, и союз развался. Мгм. Мгм. Все, союза нет. Ну да, да. Нет. И мы учили присягу на русском. Там вот эти слова. И ночью нас подорвали. Вот как переобулись украинцы. Ночью нас подорвали Мгм. и заставили срезать звезды. Ну, звезды, вы знаете, это пуговица. На Мгм. каждой Да-да. пуговице звезда. Мгм. Вот на каждой пуговице звезда. И на бляхе звезда, на Мгм. ремне. Мгм. И в погоне звезда. Никто про это не говорит. Никто. Вообще никто. И нас заставили, мы русские ребята из России. Блять, эти пуговицы перешивали. Вот так. Да. И когда я отслужил, ну, у нас в части, ну, нас готовили куда-то забрасывать там. Мгм. Ну, спецрот. Там вот эта чеченская война, вот эта фигня была. Мгм. Вот. И нас, там были москвичи, их супер ненавидели. Там были бандеровцы, которые держали все. Вот в то время, в 89-м, ну, суть не в этом. Мы там как-то пережились, переварились в этом котле, да, Мгм. парни, которые служили. Суть не в том. Я до армии жил в Николаеве. Мгм. Николаев. Это монстр в России был. Это город. Ну, я считаю, что он самый сильный город. Там 3 завода было. Мгм. Черноморский судостроительный,
и потом какие-то лодки там делали, и подводки там делали. 3 завода. Вот скажите, у нас какой авианесущий крейсер? Кузнецов, что ли? Кузнецов. Да. Да, вот там его построили. А знаете почему? Мгм. Почему он России принадлежит? Его перегнали, да? Ну, как бы угнали. Да, как 8-ку, 9. Мгм. Вот суть в чем? Я когда вернулся из армии, я 2 года там прослужил и пришел в город Николаев, откуда я призывался. Мгм. Пиздец. Все переформатировали. Все. Вот на этот Николаевский завод можно, блядь, через забор залезть. Самый секретный завод. Мгм. Понимаете, что Ну, со страной сделали? Просто раздолбайство наступило там. Ну да. Людей, так знаете, как информатировали. Мне это было сколько, 16-17 лет. В городе Николаеве сверху листовки скидывали. Представьте, что как во время войны. Мгм. И они говорили: сахар наш, сало наше, мясо наше, тушенка наша, гречка наша, рис наш, мы тут все выращиваем, мы тут выращиваем. Россия живет за наши. И когда я там жил, я немножко начинал в это верить. Вот настолько, Мгм. То есть пропаганда такая была навязчивая. вот настолько она. Там же русское телевидение начинали запрещать. Мгм. Вот, книги запрещать, остальное. У меня завтрак был. Завтрак я в столовую ходил. Сейчас 15 или 16 копеек. Мгм. 16 копеек я платил, но потому что у меня скидка, потому что я работал вот на этом заводе строительном. Мгм. 16 копеек. Я брал 2 блинчика, полстакана сметаны и 2 яйца. Мгм. Вы же за 16 копеек сейчас что-то купите. Да, я тоже на заводе работал и тоже на 30, на 36 копеек мог вообще от пуза наесть. 1, 2, 3, 4. Обед. Это обед. Вы про обед. Мгм. А я про Мгм. про обед. Про обед я вообще, я как малолетка, да, меня там выгнали из дома. Я всегда брал себе 2 беляша, чтобы там в очереди не стоять, там вот эти все подносы не разносить. Мгм. 2 беляша сажу и спал. Потому что обед 40 минут у нас был. Мгм. Мгм. У нас тоже, у нас 45 минут был обед. Вот. У нас, видите, как это рядышком судьба сложилась, да? Ну да, я просто начинал после школы, пошел на завод автоспецоборудования. Крупный завод был тоже в Читинской области, который на экспорт отправлял продукцию, во все соцстраны и даже, по-моему, даже в некоторые капиталистические. Вот. А я был фрезеровщиком. Вот. Это сейчас это вообще профессия востребована. Востребованная и хорошо оплачиваемая. Да. Нету специалистов, которые могут вот так засверлить и сделать. Да. У меня, знаете, как к вам такой вопрос. Вот
как журналист, что думаете про то, что Америка вышла из Афганистана так быстро? Ну вот мнение ваше. Быстро. Скажите. Ну, не знаю, значит, какие-то выгоды, которые она раньше извлекала из этого, просто она утеряла. Ну, то есть интерес пропал. Ну, Экономический, скорее всего, какой-то. Даже не политический. ну, у меня, знаете, какое? Ну, поскольку я вам сейчас скажу, что я жил в Узбекистане, в Средней Азии. Вот. И немножко понимаю менталитет вот этих людей. И у меня отец, когда почему переехали, они выводили войска. Вот. И вот этот, я боюсь вот об этом говорить, но такой розыгрыш. Украиной нас отвлекают. Просто, отвлекают. Там же Азия, да. Их 15 лет туда завозили оборудование, туда укрепляли, там баррикады и все остальное. С технической, я сейчас не скажу правильно, да, с технической. Туда завозили, а потом раз и сбежали. Представьте, там какая сила скопилась. И там Азия, Узбекистан, Казахстан и все. Нас просто туда. Вот и все. Понятно. Это мое мнение. Что вы скажете? Вы, наверное, об этом не думали. Я об этом не думал. Я просто как журналист, помню, писал рассказ. Я еще художественную прозу пишу. И как раз про Узбекистан я писал про Чирчик. Вот, рассказ. Это просто рассказ о любви. Вот, но я знаю, что в Чирчике стояли наши военные. Там была не одна часть советская, были там летчики. Вы не в Чирчике случайно жили? Нет, в Заравшане. Учкудуты, колодцы. Так, ладно, было приятно с вами поговорить. Просто мне нужно еще несколько человек. Вы очень собеседник хороший. Хороший собеседник умеет слушать, прежде всего. Да, извините. Да нет, ничего, мне тоже очень интересно с вами было. Я думаю, может даже как так получается, что даже вот через вот эту рулетку все равно у нас есть возможность еще раз встретиться. Всего доброго. До свидания. Так, я вижу, Юра пытается соединиться, но почему-то что-то вот как-то сегодня не срабатывает. Я вижу, Юра Да. пытается соединиться, но Хорошо. Я, оказывается, не выключил. Так. И с Юрой, Юра, вот не получается с ним связаться. Да вот я появился. Не знаю, почему. То ли это мои настройки.
Ну, я не думаю, что все зависит от меня. Нет, вот потому что Алексей же в прошлый раз как-то на меня вышел. Вот Алексей тоже, вот я его... Ты меня видишь? Сейчас бы и Алексей сюда присоединился третьим, но не получается. Вот не получается. Ну, пробуйте, друзья мои, как-нибудь еще что-нибудь там прогуглите. А мы пока с вами совершаем следующий звонок. Так, ну тут реклама. Вы можете писать в чат, а я сейчас еще раз размещаю свою ссылку на всякий случай, и через нее вы можете свободно. Алло, здравствуйте. Как у вас дела? Здравствуйте. Здравствуйте. А что так официально? А как? Меня зовут Саша. Почему не Александр? Ну, чтобы не... Значит, так А то получится официально. Тогда я Анна Владимировна. Ну, очень приятно тоже. Вы из какого города, Анна Владимировна? Владивосток. О, Владивосток далеко, но город-то Нашинский. Нашинский? Нашинский. Красивое слово. Нашинский. Да, был я как-то давно-давно, в 82-м году, нет, ну да, наверное, в 82-м, с туристическим школьным поездом нас туда возили во Владивосток. Дядя, И вам сколько лет? мне 57. По-моему, вы немножечко припиздиваете. Почему? Ну, потому что год рождения быстро. 64-й. Ты говоришь, как будто что тебе от силы 18. А душа-то она молода. Странный какой-то дед. Ну, еще какой странный дед. Я, знаешь, я и на велосипеде катаюсь, и на голове стою. Песок не сыпется. Когда стою на голове? Не, вообще, просто. вообще вот это явление про песок, оно, да, оно актуально, потому что жена жалуется, говорит, откуда у нас песок на полу постоянно? Вроде даже если никто никуда не ходит. Может быть, из дивана говорит? Ну, я не знаю. А? Заняться тебе нечем. Как у вас сахар? Вот меня про сахар интересует вопрос. Вот Владивосток, у нас вот сахар исчез из магазинов, а у вас? А у нас в квартире газ. А у вас? У нас водопровод. Вот. Сейчас про кошек, наверное, скажете. Да, кошек дома много. У нас вообще город кошек. У нас вообще Анапу называют Котополис. Нихуя неправда. Почему? Потому что и кошек там немного. Нет, Анна Владимировна, вы знаете, вы ничего про Анапу не знаете. Чего я там не знаю? Что ты мне вот тут говоришь? Пока. Про сахар раз не говорите. Ну, я вот какой-то, блядь, странный очень человек.
Так, друзья мои, значит, вот Юра опять пытается, но не получается. Вот здесь вот должен появиться Юра. При наличии, если у него подключен микрофон и камера. Вот. Нужно просто в своем гаджете дать разрешение на использование камеры и микрофона. Там должен быть такой вопрос. Разрешаете вы доступ к камере? Алло? Привет. Привет. Меня зовут Саша. Дела. Отлично. Правда, ветер дует сильный, северо-восточный, с порывами до 25 метров в секунду. Остановку вот уронила. А у вас? И сахара не могу найти в магазинах. Куда сахар исчез? Вы не знаете, что вообще случилось в стране, почему исчез сахар? Это мы его украли. Кто это вы? Ну, Вика и Вика, мы его украли. Вон он у нас лежит в подвале и на чердаке. Понятно. Саша, а сколько вам лет? 57. Ясно. Что вы думаете вообще Саша, а почему? об этом возрасте? Это много или мало? Рассвет сил. О, спасибо. Мгм. Дис- Саша, а зачем вы сюда пришли? Меня интересует, куда делся в стране сахар. А вы откуда? Я из Анапы. А вы? Мы из России, Ну, а точнее. Сочи. Ясно, мы соседи. Так, у меня на связи сейчас мой брат. Так. Юра, привет. Так, звука нету. Камеру ты подключил? Значит, вот Юра опять пытается, но не получается. Вот здесь должен быть Юра. Юра, ты меня видишь? Микрофон. Я появился! Да. Микрофона. А там должен быть какой-то вопрос. Решаете? Все по-настоящему, прямо как эхо Москвы. Алло? Итак, дорогие друзья, у нас в студии Юрий Полуполтинных. Юрий, вы слышите нас? Юра, Саша. Отлично. ну вот Юру, по крайней мере, видно, а Алексей Скворцов не может подсоединиться, хотя он тоже пытается. Вот здесь должен быть Алексей Скворцов, но пока он не может зайти, что-то у него с настройкой камеры. Юра, ну скажи что-нибудь. Как жить будем?
Так, к нам присоединяется Сергей, вернее, Алексей Сухов. Вот, но он пока тоже не может, пока не может он. Владимир Малер шлет нам всем привет. И Сергей Ушков тоже шлет привет Юрий. Вот, но поскольку не получается, Юра даже почему-то не может. Вы не знаете, что Я даже не пойму, Юра видит меня или не видит. По-моему, он ничего не видит. Поэтому сейчас мы Юру отключим, пока он там справляется со своими техническими, значит, устройствами. А мы продолжим, друзья мои, общение. Здравствуйте. Привет, Билайн. Здравствуйте. А ты волосатый мужчина? Я лысый. Ну все, тогда ты мне подходишь. Супермен есть? Так. Ты какой-то неразговорчивый, дяденька. Так, я буду отключать, потому что видно уже, что дети, и они хотят хулиганить, а нам нужен серьезный собеседник, вот как вот был человек, который жил в Николаеве, представляете? Это же вообще просто здорово. Он принимал присягу на верность Украине. Как он перешивал эти пуговицы, это вообще интересно. Алло. Алло. Здравствуйте. Она телефон проебала. привет? Здравствуйте. Вы из какого города? Хуй. Так, до свидания. Алло, Здравствуйте. привет. Меня зовут Александр. А вас? Меня Руслан. Я живу в городе Анапа. А вы? Чего? Из города Москвы. Как там Москва живет? Нормально, а у вас? Ну, у нас пока тоже все нормально. Единственное, что у нас погоды нет такой хорошей, весенней. Дует холодный ветер, и сахар в магазине пропал. А у вас? Ну, у нас практически то же самое. Тоже сахара нету? Алло. Алло. Здравствуйте. Так. Опять реклама. Так, ну, Юра вот окончательно пропал куда-то, а Алексей не может тоже соединиться. Алексей не может соединиться. О! Здесь у нас... Нет. Здравствуйте. Давай фоткай. Как у вас там с сахаром-то дела? Я сахар не ем, но сегодня килограмм купил за 109 рублей. Даже 109? Ясно. Угу. У нас по 100 в частных магазинах в Анапе. А вы где живете? Я живу в Якутске. Холодно у вас? Ну, где-то минус 15, наверное, сейчас. Ну, нормально. Для Якутска это весна.
А я вот живу в Анапе, и у нас минус 4 с утра было. Ну, сейчас, наверное, конечно, побольше. Вот, у нас сейчас... нет, негде посмотреть температуру. Ну, сейчас наверняка плюсовая температура, но ветер такой холодный, просто ужас. Северо-восточный, такой сильный, что вот пластиковое окно не выдерживает и прямо аж там свистит. И я туда меховой этот воротник положил. Вот, чтоб не дуло. Это нормально, нужно окно устанавливать. А? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А как у вас вообще жизнь? Ой, заебать вопрос, все плохо. Наполните, пожалуйста, подробностями вот это вот вашу такую емкую фразу. Какую? Ну, все это что? Жизнь охуенная, но на данный момент я валяюсь на полу с разъебанным носом. Слушай, здорово. Ты знаешь, ты мне напомнил стихотворение Александра Кабанова. Называется оно «Русский индеец». Ага. Ну, ты наверняка ни Кабанова не знаешь, ни стихотворения «Русский индеец» не знаешь. А если я тебе сейчас его найду и прочитаю? Давай я тебе стих расскажу. Давай. Ты пока мне рассказывай, а я найду Кабанова. Александр Иванович Пушкин. У лукоморья дуб хороший. Златцеп. Хороший кот ученый ходит. И летом, и зимом. На сказки лево говорит. Направо песенки заводит. А на палке русалочка сидит. Там чудеса. Там леший бродит. Русалка на цепи сидит. Там на невиданном дорожке следы невиданных зверей. Там чудеса. На курьих ножках стоит без окон и дверей. Угу. Алло. Да, здорово. Я нашел стихотворение «Русский индеец». Вот послушай, вот ты мне сказал, что ты сейчас лежишь на полу с разбитым носом, да? Ты настоящий русский индеец. Слушай стихотворение. Итак. Долго умирал Чингачгук, хороший индеец. Волосы его, как измолотый черный перец, тело его — пурпурный шафран Кашмира, а пенис его — табак, погасшая трубка мира. Он лежал на кухне, как будто приправа, слева газовая плита, холодильник справа, весь охвачен горячкою бледнолицей. Мысли его тимьян, а слова бергамот с корицей. Мы застряли в пробке, в долине предков, посреди пустых бутылок и гнилых объедков, считывая снег и ливень по штрих-коду. Мы везли индейцу огненную воду. А он бредил на кухне, отмудохан ментами, связан полотенцами и крест-накрест бинтами. Скво моя, Москво, брови твои горностаи, скальпы облаков собирались в стаи. У ближней зоны выстраивались в колонны гопники и ракезы и щипачи, гуроны, покидали генеральские дачи апачи.
ритуальные, бросив пороки, выдвигались на джипах Чироки. Наша юность навечно застряла в пробке, прижимая к сердцу шприцы, косяки, коробки, а в коробках коньяк и 3 пластиковых стакана. За тебя и меня, за последнего могикана. Ну как? Ты нам плохо одно сказал. В смысле, что плохо? Что тебе не понравилось? Пенис у меня огромный. Ну, слушай, молодец. Ты на кухне лежишь, прямо головой к газовой плите, а ногами к холодильнику? Нет. Ай, ну здорово, скажи, стихотворение классное. Да, а я. Это украинский поэт Александр Кабанов, который пишет на русском языке. Это один из сейчас известнейших поэтов вообще, можно сказать, в славянском мире и среди русских поэтов. А я. Спасибо тебе. Пока. Давай. Друзья, вот за что я люблю такие вот стримы, да? Ведь это совершенно случайно. Вот кнопочку нажал, и все, и тебя принесет как щепку куда-то на какой-то берег. А поэт Борис Пастернак сказал, что чем случайней, тем верней. Вот у меня в жизни всегда вот это вот правило работает. Вот, когда что-то планируешь, что-то там пытаешься, никогда ничего не выходит. А когда вот так вот с бухты-барахты, вот нажал кнопочку, и ты уже здесь. Итак, друзья, сейчас пытаются к нам присоединиться Юрий Карпов. Вот. Привет. Хорошо соединилось. Так, Юрий Карпов и Алексей Сухов, но они, вот, к сожалению, написано у Алексея Сухова, устройства не подключены, а Алексей Карпов, видимо, не может тоже разобраться со своими гаджетами, и у него не получается выйти в эфир, к сожалению. Нужно проверить настройки, дать согласие. Вот Юра вышел уже, мой брат, но у него, он камеру все включил, он не включил только микрофон. Вот. Ну, а мы продолжаем наши социсследования. Ну, реклама, понятно, реклама. Потому что за все нужно платить и хотя бы, да, смотреть рекламу. Сейчас реклама пройдет и будет соединение. Алло? Алло? Не получилось. Пытаемся еще раз. Привет. Да, привет. А что такая грустная? Я не грустная. Как тебя зовут? Угу. Привет. Андрей Стрельцов спрашивает, что сегодня продолжается? Сегодня продолжается, ну,
просто общение. Вот, общение, оно не бывает никогда, его не бывает много, оно всегда приятно для меня. И в паузах мы пытаемся соединиться через программу «Рулетка» с разными абонентами, случайными абонентами. Вот было два интереснейших соединения. Одно с молодым человеком, который сейчас живет в Краснодаре, а большую часть жизни он провел в Крыму и на Украине, в городе Николаев. И даже принимал присягу на верность Украине. Это, конечно, здорово. Ну и вот второе соединение было, это вот наш русский индеец, который лежал на кухне с разбитым носом. Это, конечно, вообще, это поразительно. Ну вот бывают же такие вот моменты в жизни, когда просто удивляешься. Так, что у нас там? Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте, а вы откуда? Анапа. Мы сегодня не разговаривали с вами? По-моему, я вас уже где-то видел. Ну да. И я тоже. Но мы общались. Ну, в Анапе. Мы общались уже, да, или нет? По-моему, да. А в Анапе все так же, да, тепло? В Анапе нет, холодно. Тепло это было бы, если бы сейчас градусов 15 было, 20, а сейчас, ну, сколько там, может быть, градусов 5 и ветер холодный. А я вам рассказывал уже про кошку или вы забыли? Про кошку? Да. Про кошку нет. Ну, то, что кошка, в общем, была у меня. Угу. И, видимо, у нее, ну, типа, она уже старенькая стала, и то есть с каждым днем ей было тяжелее. Но я подумал то, что в тяжелые времена нужно принимать тяжелые решения. И, короче, эта кошка, она, в общем, ушла, и я думал, куда пропала. Так вот, а потом, короче, я прихожу, смотрю, а из этого кота просто сделали этот, ну, шашлык, пиздец. Ужас. Ну, да, это ужасно. Но в итоге я поел, не знаю, ну, вкусно, конечно, но грустно. Я в своей жизни ел, значит, рысь, вот. Хотя говорят, вообще говорят, хищников не едят. Мне один охотник, промысловик, сказал, что есть такое правило вообще, что хищников не едят. Вот, ну, я не знаю. Но он принес рысь. А рысь, ну что такое рысь? Это та же кошка. Вот, он принес тогда еще эту череп, он выварил потом череп и принес мне его в подарок. Вот, ну, немножечко больше, чем кошачий. Вот, но я его потом... Да. Мясо. А мясо такое, да, белое, и, ну, может быть, оно... Хотя он его со специями готовил, с брусникой, но как-то мне не понравилось. Вот. А на что похоже мясо рыси? Да, оно больше похоже на индейку, наверное. Вот. Понятно. Такое какое-то... А вы ели мясо? Да, какое-то такое белое, сухое. Я помню, ел мясо медведя, оно вообще очень такое твердое, очень жилистое. Мне не понравилось, не знаю. А собаку ел? Нет, а ты? Ел. Еще как? Собака очень вкусная. Вот собака, если тебе не сказать, что это собака, ты его вообще уплетешь за милую душу. Вот. Я, в общем-то, я тоже так делал. То есть я не знал, что это собака, просто ребята приготовили с картошкой. А что за порода? Не знаю. Скорее всего, какая-то дворовая. Вот. И когда уже все было съедено, дело в том, что собачье мясо очень жирное и очень полезное. Вот собачий жир, он
используется при лечении многих болезней, в том числе туберкулеза. Да, я хотел сказать на самом деле. Мгм. Вот, Самое вообще вкусное мясо ел в да. своей жизни. Мгм. Ну вот, Я какое самое вкусное мясо ел? самое в жизни? вкусное мясо, ну это, наверное, мясо оленя Мгм. или лося. А что, оно прям такое вкусное? Ну да, да. Оно вообще по цвету такое, знаешь, почти черное. Вот. И если его Ага. сварить в виде скороварки, ну, то есть просто мясо и картошка, и все. Ага. И бульон получается, конечно, охренительно вкусный. Если еще туда черного перца добавить, это, Ну, конечно. оленя я на самом деле не пробовал, но не знаю, мясом, которое я ел, потому что, не знаю, у меня есть такое вот мясо, вот, не знаю даже как сказать. Наверное, сейчас его уже не едят, и мне кажется, давно уже эта традиция отошла там, скажем, в прошлое. Но вот у меня есть, не знаю, мясо, которое даже, наверное, вкуснее, чем мясо оленя. Мгм. И, типа, мне кажется, если его правильно приготовить, пожарить, там, потушить, перчить, то, не знаю, можно, мне кажется, этот рецепт продавать, и его заберут, и потом $1 миллион заработают. Да какое это мясо-то? Мясо людей. Ну, это уже каннибализм. Хотя, в принципе, вот Высоцкий песенку поет, и, в общем-то, как бы и никто не плюется, да, когда он пишет, что Ну да. почему аборигены съели кука? Молчит Да наука. нет, типа, никто, типа, живых людей не трогает, поскольку, типа, отнимать жизнь уже это, ну, так скажем, живого человека, это, типа, же убийство. Поэтому, типа, есть просто организации, которые, допустим, если человек там умер, и он может написать о том, чтобы, типа, тело, оно отдастся, типа, на усмотрение там его всяким там, допустим, университетам или в другие места. И некоторые люди записывают свое тело, чтобы их съели, короче. Вот я попробовал человеческое мясо, и, типа, ну, не знаю, если его правильно приготовить, то будет вкусно, но, не знаю, какое-то у меня было странное ощущение первый раз, когда это попробовал. Ну, понятно, наверное, тут больше от психики зависит, потому что это, конечно, уму непостижимо есть себе подобного. Хотя, в принципе, как говорил Высоцкий, мы иногда делаем то же самое, только в переносном смысле. Мы друг друга съедаем, вот, и убиваем. Мы часто же говорим, что я тебя убью, там, не подходи, убью, там, ну, чисто шуткой, да. Ну да. Даже детям говорим, что ты делаешь, убью. И мы не задумываемся над этими словами, вот. Хотя это действительно. И еще вот есть такое дело. Мы часто смотрим, когда телевизор, да, и мы едим. И вот однажды мне жена сказала, я сидел, что-то там ел и смотрел телевизор, а в это время показывали тоже какие-то боевые действия, люди там лежат, трупы. И жена говорит, а тебе не кажется, что ты сейчас занимаешься каннибализмом? С таким аппетитом ешь и смотришь на вот эти вот, на эти сцены. И ты знаешь, вот... Ну, ты же не представляешь, что ты людей ешь. Да, нет, но, понимаешь, все равно, и меня это так, вот эти слова ее тронули, что я теперь, когда ем, я стараюсь телевизор не смотреть. А если я смотрю телевизор, то выбираю какие-то передачи, ну, такие веселые там, понимаешь? А уже вот новости не смотрю. Вот это вот, в этом что-то тоже есть. Вот. То есть, потому что ты подумал то, что ты, типа, когда смотришь какие-то военные действия, то ты как бы занимаешься каннибализмом психологическим или как? Я об этом как раз не думал, но вот если вот так вот, наверное, все-таки в подсознании что-то такое есть, потому что у нас подсознание, оно часто его потребности как-то скрыты от нас, понимаешь, мы их не можем осмыслить, вот, и когда вот кто-то тебе об этом вдруг сказал, и начинаешь это осмысливать, и потом понимаешь, что действительно как-то, а не каннибализм ли это вот в таком виде?
то есть сейчас все же другое время, все по морали, так скажем, более толерантное время, поэтому, конечно, сейчас могут и убить, и казнить, и всем будет все равно. А если кто-то кого-то съел, то все, это ужас. Ну да, а потом для вот всех это мы сейчас с тобой говорим, вроде бы тема такая не очень приятная, а с другой стороны, вот смотри, тут же та же история, допустим, ГУЛАГа, когда люди шли в побег, вот, допустим, бегут двое, а одного берут с собой как бы на консервы. Понимаешь? То есть они знают, что если бежать, допустим, из какой-нибудь там Красноярской тайги или там где-то, может быть, в Магадане, то понятно, что ты пока доберешься до жилья или там до какого-то места, то столько ты натерпишься. И вот, да, брали людей в виде консерв. То есть ты кого-то берешь с собой в побег, но ты знаешь, что ты его прикончишь и съешь. Вот это, конечно, страшно. А потом... Только этот самый, не знаю, насколько это правда, многие говорят, что это вымысел, как бы, и никто так и не делал в итоге. Ты знаешь, я не знаю, но дело в том, что вот моих двух приятелей буквально съели. Вот так получилось, что я, ну, так скажем, они не были моими друзьями, они были моими, ну, коллегами по работе, да. А потом один исчез, и второй исчез. Ну, правда, не одновременно, а прошло несколько лет, но так получилось, что потом... А потом, когда я узнавала о их судьбе, что случилось, и мне сказали, их убили и съели, понимаешь? А кто их съел? Ну, убийцы, я думаю. То есть от них вообще ничего не осталось? Ну, вообще ничего не осталось, да. Понятно. А как так вообще произошло? Это до сих пор не нашли людей? До сих пор не нашли, да, ни первый, ни второй случай. Это было... Я жил в Забайкале, там тайга у нас, и поэтому просто людей потом находят одни кости и все. Ну, видимо, по каким-то признакам, ну, уже следствие устанавливает, что этих людей просто вот использовали как еду. Вот это, конечно, страшно. Ну да. Вот, поэтому... В общем, я не знаю, у меня была такая ситуация, не знаю, что или нет, но, короче, типа то, что вот давно у нас случилось, где-то в 70-е, то ли 80-е годы, в Андах, короче, то, что ребята ехали, точнее, летели на самолет, и были, в общем, в районе Чили, там вот эти горы Анды, да, и у них, в общем, была плохая видимость, и они упали на этом самолете прям, ну, в этих горах, там люди погибли, в общем, но какое-то количество выжило, в общем. И они вот в этих Андах вообще вот, кругом просто метель, вьюга, там зима, и они пытаются выжить, то есть в этом фюзеляже самолета, или там все, что от него осталось, короче. И все, что выходилось, там же не было еды, как бы. И они просто ели друг друга, то есть человек умирал, допустим, и вот после его смерти они типа ели его. И вот так жили, не знаю, месяц или 2 или 3. В итоге, короче, один человек, забыл уже его фамилию, ну, в общем, он вроде до сих пор живет. Он пошел, ну, надоел, так скажем, ему жить вот в этом коллективе, и он пошел, думал, ну, на верную смерть, поскольку он думал то, что, ну, все, типа, ему уже не выберемся. И он пошел, короче, в горы эти ледяные, и, в общем, как-то смог найти людей, которые в итоге его спасли. А потом мы спасли всех вообще людей, которые там были. И потом, вот, когда туда пришли там люди, репортеры, они увидели просто кости, ну, людей, и они спросили, типа, вообще, как вы там выжили? И вот видели, когда кости, поняли, что они просто занимались каннибализмом. Вот, и потом давал это интервью парень, который спасся, он сказал то, что, ну, у нас, по сути, не было выбора. То есть, либо мы умираем, либо, то есть, мы едим, то есть, наших, так скажем, приятелей. И то есть и каждый типа из них дал свое согласие на то, что если он умрет, то типа его съедят, как бы. Ну вот, и вот, прям такая жесткая история. И вот, короче, когда я узнал, я подумал, типа, вообще вот каково быть в такой ситуации. То есть это очень, наверное, тяжело психологически. И поэтому вот если нет выбора, то есть, мне кажется, и любой человек съест там уже и все что угодно. Главное, чтобы не умереть. Мне тоже кажется, ну я в таких ситуациях, естественно, не был, и, в общем-то, и ничего такого не читал, никаких мемуаров, но знаю, что когда человек голоден, он способен
и у него просто психика меняется. Вот. И люди в том же блокадном Ленинграде, они тоже занимались каннибализмом. Да. Об этом, конечно, ну, не особо так нигде не пишется, но вот есть такие воспоминания, когда, да, вот лежит труп, а у него, извини меня, вот это мягкое место прямо ножом срезано. Вот. Поэтому... Я знаю историю, мне говорила, ну, в общем, старичок один мне говорил, у которого были типа родственники вот в Ленинграде, и вот, по сути, он, когда вот война пала, еще даже не родился, то есть родился, по-моему, только после, но он уже типа тоже там в возрасте, и рассказывал историю, которую ему говорили его родители. И, в общем, его родители были, типа, жили в Ленинграде как раз таки. И, в общем, там была такая история, мне рассказывал, что, в общем, был такой дом, обычно там пятиэтажный, что ли, и были соседи. И, в общем, то есть соседи, там была маленькая девчонка какая-то, которая там в школу ходила, там родители, там, которые на заводе. И вот соседи другие были, там просто вот семья обыкновенная, тоже вот мужик ходит на завод, у него есть дочка, типа, ну и вот так и живут они там. Не помню, там что с матерью было, но это не суть. И, в общем, однажды, ну, то есть этот человек, который ходил на завод, увидел вот эту вот девочку, то есть соседскую, и он, в общем, ее украл, и, в общем, убил ее, и вот сделал из нее суп. Это вообще, типа, ужас. В итоге, когда пришла его дочка, сама дочка его, то есть из школы там, или садика, не помню, то она, в общем, поела этот суп и спросила, типа, отец, откуда у тебя вообще, ну, это все? И он сказал, то ли купил, то ли что, то ли украл. А потом, в общем, когда он пришел на завод, он не смог, короче, ну, вытерпеть то, что он сотворил, признался, и его застрелили. Но, в общем, когда я потом узнал, я вообще офигел. То есть, думаю, это же вообще полный трэш какой-то. Ну, да. Так, ну, очень интересная у нас тема, но мне тут пытается дозвониться человек, очень важный, и извини, но мы сейчас расстанемся. Ладно, да, давай. до встречи. Давай. Пока. Так, ну вот, друзья, видите, неожиданная, конечно, тема была. Ну, вообще надо на любую тему говорить. Вот я когда работал на телефоне доверия, нас учили там буквально поддерживать любую тему, вот любую. И если, ну, понятно, что какие-то интимные темы тоже, вот. Если абонент говорит матом, нужно тоже, это не должно тебя шокировать. У нас есть такая у консультантов телефонных именно техника присоединения, понимаете? Чтобы тебе оказывать влияние на этого человека, понимаешь? Он позвонил, а ты на него должен оказать влияние. И ты, если ты такой высокоинтеллигентный, ты его своим, как говорится, своим интеллигентным видом и голосом, ты его никак не задавишь и не убедишь. Первое, что делается, это слушаешь человека, потом к нему присоединяешься, понимаешь? То есть ты улавливаешь его интонации, улавливаешь его дыхание, входишь с ним в какой-то такой, знаете, психологический резонанс, а потом уже, если ты опытный психолог, ты начинаешь уже вести свою партию, понимаешь? Уже пользуясь вот этими инструментами, которые тебе вот в этом случае необходимы. Это очень интересно, друзья. Так, сейчас мы звоним. Так, нам звонил Алексей. И надо нам сейчас с ним... Так, а как же он звонил?
Привет. Алло. Привет. Привет, приветствую. Звонил. Да, я слышал, я тут стрим Я так и провожу. понял. Ну давай тогда попозже поговорим, проводи. Ну, давай, но я сегодня буду занят, вот потом поеду в 17 часов тут. Слушай, я вот что звонил, мне тут счет пришел за воду. Они мне каждый месяц берут по 500 рублей. Потому что не опускается туда квиток. Понял, ну я не знаю, слушай, в какой ящик опускать там? Ну счетчик воды, он в туалете стоит, там в этой фигне. Не-не-не, я знаю, счетчик знаю, а где там в подъезде ящик для этих вот... На первом этаже есть такой ящичек, как для писем. Был, во всяком случае. Угу. И до 25 числа, по-моему, туда надо опускать эту бюллетеньку. Угу. Хорошо, я попытаюсь там его найти, но дело в том, что сейчас уже везде перешли на прямые договора, то есть там надо заключать договор с водоканалом и уже им отправлять там или через приложение, или там другими способами, смс-кой, вот эти вот показания счетчика. Поэтому я вот не знаю, как они... Просто я там не живу, а как-то я посмотрел, они 6-7 кубов воды считают, и 7 ее как бы сливают. Угу. По идее, они должны потом, я должен подать показания счетчика, они должны пересчитать. Да. Ты потом должен вызвать этого мастера на поверку, да, счетчика, и уже потом пойти, и они тебе, конечно, там вернут эти деньги. У меня тоже такое, кстати, было. Я говорю, когда мы на договора перешли, и они вообще там насчитывали какие-то бешеные суммы, где они брали. И вот пришлось там к ним ходить туда-сюда. Но в конце концов разобрались, сверили счетчик, и они это... То, что они насчитали, вот эти суммы, они их просто списали, высчитали. Да, так что ничего страшного. Счет пришел за месяц, 1900 за пустую квартиру. Ну да. Ты тоже платишь? У тебя ж и сколько у тебя? Ну, я тоже плачу. Нет, конечно, плачу, да. Я правда, там у меня я-то там за газ плачу, у меня там газ идет по норме, поэтому счетчика нет, я там за газ плачу где-то рублей 500. За газ чуть-чуть. Ага. Да. Надо хоть какую-то копеечку раз в какое-то время тоже за газ закидывать. Если будет возможность, потому что раз в полгода надо что-то... Ну да. А я, по-моему, тебе за газ закидывал чего-то. Посмотрю я, хорошо. Будет возможность закинуть. Угу. А как ты вообще с этими? Ты никуда ничего не размещал? Нет, сейчас Airbnb закрыли доступ, да, этот Booking тоже закрыли. Вот, я пытался там какие-то еще найти ресурсы, там Циан, Твил, но у них там очень сложно все, там надо деньги платить, и отзывы не очень хорошие. Вот, поэтому я даже сам не... А? Яндекс не смотрел? Яндекс какой-то очень большой. Ну, есть, да, Яндекс недвижимость, я не смотрел, посмотрю. Ну, по крайней мере, Циан и Твил. Угу. Ну и как бы в Авито, скорее всего. Ну, в Авито там тоже сложная система, там же первые 2 дня работает это все, а потом надо будет платить деньги, чтобы объявление поднималось, и там... Да нет, я думаю, в этом году как бы... Да? Я же делал в Авито, она там ничего не поднимала особо. Но если будет спроса, похоже, что он будет, потому что людям просто некуда ехать, я так понимаю. И, во-первых, сейчас в Беларуси, я там слышал, электропоезд пустили в Анапу. Слышал, да? Да. Прямая будет. И беженцев сейчас много бежит, я так чувствую, тоже где-то жить надо. Квартирах, но их очень много будет. Ну да, то, что да. они там с Мариуполем сделали, а если это будет Днепр и Киев, я не знаю вообще. Ну да. Хорошо, я потом это займусь. Авито я, наверное, конечно, прозондирую, что там у них, какие условия, чего. Угу. Хорошо. Угу. Хорошо, Алексей, посмотрю, прогуглю.
это автоматически сделает превращен. Ладно. Нет моих показаний счетчика. Но они, видишь, они же какие-то там, они, видимо, какие-то пишут эти показания, а по факту они будут меньше. Вот, и они их потом там у них вот это не работает, это надо идти и там выяснять, потому что они напишут, что показания не соответствуют действительности, там не могут быть ниже, чем... Слушай, там полдома не живет. Мгм. Честно, 90% там. Мгм. Хорошо, хорошо, я завтра схожу и посмотрю, как там чего. Мгм. Ну, они же, видишь, не высылают никаких ни квитанций, ничего. Вот, если бы они... Мне пришло просто, позвонили, сказали, оплатите. Я говорю, ладно, я там Мгм. через через полтора. Она мне прислала эту платежку. Я ей в понедельник позвонил, Мгм. как нам все это надо сделать. Хорошо. Ты мне ее перефотографируй, перешли по WhatsApp. Я посмотрю, что там, какие данные. Да нет, данные, нет, они просто считают. Надо, самое главное, с счетчика данные, они не изменились. Если Мгм. они старые были записи, ты можешь его туда же кинуть, потому что там же никто не жил. Мгм. Хотя можно зайти, там подымать туалет, чтобы не воняло. Ну да. Ну, хорошо. Заодно как-то Мгм. прогуляться. У нас тут погода вообще плюс 12 завтра. А у нас холодно. Да, у вас снег, я в Ялте вчера снег был, я аж Мгм. обалдеть. Плюса поменялись прям. Мгм. Ну ладно, и у вас, наверное, скоро лето. Должно прийти. Ну да придет, я думаю, ага. Ну да. Да. Давайте, счастливо. Давай, счастливо, пока. Да, пока. Так, ну, друзья мои, наверное, надо заканчивать нашу трансляцию. 8 человек. Интересные были беседы. Вот Юрий Карпов и Алексей Скворцов тоже пытались соединиться, и брат мой Юра тоже пытался соединиться. Алексей Сухов вот сейчас пытается соединиться, но кроме картинки ничего нету. То есть он не сделал подключение к своему микрофону и к камере, и, ну, вот, получается, это не дал разрешения своему телефону. Вот. Юра мой сделал, у него хоть камера подключилась. Алло. Вот, но звука не было, и он почему-то Алло. не знал, что он уже в эфире. Алло. Вот, но ничего, оно постепенно... Я понимаю, вот мне тут пишут в личном чате, что ведущий может добавить вас в трансляцию в любое время, будьте готовы. Но я вижу, что вот смотрите, вот Карпов, но нету его здесь. Алексея Скворцова тоже нету. И вот третьего собеседника Алексея Сухова тоже нету. Понимаете? Не подключены у них гаджеты. Вот, к сожалению. Но ничего, я думаю, все наладится, в следующий раз все будет хорошо. Может быть, что-то и у меня какая-то настройка не работает, но Юра-то мой брат, он, по крайней мере, мы его видели, и он там показывался. У него только единственное был недостаток, что он микрофон не включил. Камеру он включил, микрофон не включил. Так, а другую тему можно? Ну, можно, но, наверное, уже в следующий раз, потому что, Оля, я сейчас уже заканчиваю, я и так сегодня долго здесь провожу время. Сейчас я поужинаю, у меня там курочка запеклась в духовке, тепленькая еще, наверное. И я сегодня иду на съемку. Буду снимать одного человека, он будет танцевать танец с партнершей, вот, и я должен его снять и потом сделать ролик. Ну вот обратился он ко мне. Я вас вижу, пишет Скворцов, понятно, что ты меня видишь, но вот я, к сожалению, не вижу, к большому сожалению. Но тем не менее, стрим сегодня у нас получился.
Я не молчал, и особенно 2 разговора было очень интересных, да и все остальные тоже были тоже интересные. Итак, друзья мои, спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.